Банк смотрит не только на доход клиента, вроде бы огромная зарплата, но много факторов, которые играют роль для просчета финансирования. Получает уже абсолютно другую ставку, хотя заработок У одинаковый. него было всего лишь на данный момент 2600 нетто, но живет в родительской квартире. В банке с меня посмеялись, когда я сказала, что я хочу 2 квартиры купить. Подтверждаю твои слова, что при правильной разработке концепции даже с небольшой зарплатой человек может себе позволить инвестировать даже не в один объект. И снова здравствуйте. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск, и что нас очень сильно порадовало, что мы получили очень много классных запросов, очень много комментариев и очень много вопросов. Мы всегда рады ответить очень детально на все ваши конкретные вопросы. Поехали! Банк смотрит не только на доход клиента. Иногда клиенты зарабатывают очень хорошо. Да, допустим, у меня сейчас пришел пример. Клиентка зарабатывает около 9 нетто. Я думаю, никто не будет со мной спорить, что 9 нетто – это очень хорошая зарплата в очень надежной компании, большой концерн, очень стабильная компания, связана с фармацевтикой, то есть как вот бонитет, супер-супер крутой клиент. Но они хотят инвестировать, и у них очень большая аренда за свою квартиру, брутто где-то около 3000. Да? И в этом случае банк начинает считать, окей, работает только, допустим, супруг, зарабатывает так много, супруга не работает, 2 деток, 2 машины и такая высокая аренда. То есть сразу же банк отнял 3000 с его 9 уже как расходы. Банк отнял 500 евро за 2 машины, хотя они без кредитов как расходы. И у клиентов при такой большой зарплате было не так много, собственно, капитала. Да? И здесь вроде бы огромная зарплата, но много факторов, которые играют роль для просчета финансирования. И другой пример. Пришел клиент, у него было всего лишь на данный момент 2600 нетто, но живет в родительской квартире вообще без кредита. Да, банк все равно учитывает маленькие, около 300 евро. 600. Да. 600 они считают на тот случай, если ты вдруг переедешь. Многие согласны с 300, если это родительские. Если это, допустим, парня, и люди не расписаны, тогда они считают где-то до 600, потому что они считают меньше шансов, что родители тебя выгонят, чем то, что тебя может парень выгнать. Но это тонкости. Вот. И к чему я хочу подвести и спросить твой совет. На что обращать внимание, если, допустим, клиент, такой розант пример, да, 2600 и 9, да, зарплата, но у клиента, который 2600, молодой, нет растрат ни машины, ни кредитов, ничего, и на конто у него собралось 90 тысяч, потому что он никуда свои деньги не тратит. Да, он работа-дом, дом-работа, работа-дом. И, казалось бы, у клиентов, у которых 9 тысяч зарплата, так много растрат, да, говорю, куда вы тратите деньги? Там кружки, и всякое такое, дети, машины. И у клиента, у которого побольше собственного капитала, он даже получил лучший ангибот, чем в этой ситуации. И прежде чем мы финансировали собственное пользование, выбирали концепцию, что сначала капитальное налог или собственное пользование, пришли к концепции, что у этих клиентов, допустим, собственное пользование было логичнее купить, потому что банк их видел намного лучше, потому что, поменяв тот объект, который они дорого снимают под Гамбургом, на свой, у них ситуация выглядела намного лучше, да, и это была все равно их цель – купить свое жилье и купить инвестиционное жилье, да, и при концепции оптимизировался также кранкенкасса, да, то есть что ты посоветуешь в этом направлении? Ты затронула тоже очень хорошую тему, да, потому что если мы говорим про разные бонитеты, да, то здесь, конечно же, на самом деле лучше сравнивать, когда они одинаковые, да, потому что возьмем тот же самый пример с соседями, допустим, оба хорошо зарабатывают, оба по 9 тысяч, то в этом случае один может получить одну ставку, другой может получить другую ставку, да, потому что здесь мы должны понимать, что у каждого есть своя жизненная ситуация, свои собственные расходы. И это как раз то, на что банки смотрят, да, то есть у одного, как ты говоришь, там могут быть кружки и еще что-то, а у другого намного меньше обязательств, да, тем самым он для банка выглядит выгоднее, да, и тем самым получает уже абсолютно другую ставку, хотя заработок одинаковый. Ну и плюс кто работает, предприниматели, многие банки предприниматели, которые даже зарабатывают намного больше, хуже оценивают, и очень большую роль играет для предпринимателей также их кранкенкасса, да, потому что они фрайвилlig versichert, и сейчас многие предприниматели, которые
раньше пытались все уйти в Gesetzliche Krankenkasse, потому что почему-то считали, что на пенсии они будут намного дешевле платить, но сейчас эти предприниматели платят почти, со следующего года будет уже 1400, сейчас почти 1300 в месяц, и даже при оптимизации этого маленького пункта можно в 2 раза уменьшить эту нагрузку и получать намного больше, да, то есть экономится еще на различных обследованиях, на зубных затратах, да, потому что через приватную страховку медицинскую человек покрывает и убирает со своего бюджета очень много лишних затрат, да, и плюс пенсионные. Да, то есть, ну, это, опять же, если мы говорим про вот эти вот дополнительные расходы, то здесь вот если затронуть, опять же, стратегию, да, то есть человеку не сразу смотреть финансирование, а сделать полностью финансовые анализы, да, то есть полностью проанализировать его доходы, расходы, планы и так далее, и вот подойти уже с точки зрения стратегии, то есть сначала оптимизировать все вот эти вот расходы, да, то есть чтобы у нас появились дополнительные деньги. Это вот можно сделать же, опять же, с помощью проверки страховых полисов, да, или же там поменять ту же самую страховку именно врачебную и посмотреть, сколько мы оттуда можем освободить, да, потому что там на самом деле немаленькие суммы, которые освобождаются, и тем самым ты улучшаешь для клиента его бонитет лучше, и здесь можно опять же получить лучшие условия. А что ты имеешь в виду, допустим, предприниматель, который поменял с Gesetzliche на приватную, на чем он может сэкономить? Кроме того, что он будет за приватную платить на сегодняшний момент меньше, иногда даже в 2 раза. Да, то есть если мы поменяем, опять же, страховку с Freiwillige, то есть если он предприниматель, то он будет Freiwillig gesetzlich versichert, да, то если взять это во внимание, то многие, может быть, еще это не застали, но с начала этого года наше государство решило так, что очень многие вещи урезаются, да, то есть не все кранкенкассы перенимают какие-то определенные вещи, которые раньше они перенимали. И тем самым как бы для клиента намного выгоднее перейти именно в приватную страховку, потому что они перенимают все, и плюс он еще экономит в денежном эквиваленте. Да? То есть если он идет к зубному, ему 100% или там 90% за даже имплантанты, за нормальную пломбу перенимается. Плюс если он идет к врачу и делает абсолютно нормальное обследование, да, Vorsorge, то, естественно, мы все сейчас это платим сами, и с апреля этого месяца, ты прав, стало намного хуже. Минимально от 11 до 40% задним числом урезали выплаты врачам, да, и сейчас очень много будет конференций происходить в этом направлении, очень много, была самая большая забастовка врачей за последние вообще десятилетия, по крайней мере в Гамбурге, что даже был один день, где 2 часа не работал ни один праксис, и таких больших движений в этом направлении тоже у многих не было. Ну и плюс тот же предприниматель может быть спокоен, что если, не дай бог, что-то случилось, не только он сэкономил, а еще и он быстро получил обследование, да? Ну и опять же, это касается не только предпринимателей, да, то есть это касается и простых людей, которые просто работают как Angestellte, да, то есть здесь есть возможность тоже с помощью Krankenzusatzversicherung себе заключить, где опять же, если у вас есть амбуланты Baustein, да, то перенимаются тоже очень многие вещи, то есть одно обследование стоит очень часто там в районе 400-600 евро, да, то есть одно, если вам нужно сделать несколько анализов, то это как бы уже около 1000-1200, да, а за такую Zusatzversicherung вы будете платить там 20-30 евро, может быть, в месяц, да, в зависимости от вашего возраста. Поэтому здесь нужно как бы для себя тоже принять немножко решение, насколько вы готовы как бы пользоваться тем, то, что у вас есть, или же все-таки получить лучшие условия. Супер, спасибо. Мы немножко отвлеклись, но я считаю, это очень важная тема. Это зависит от нашей стратегии. Почему я взяла 2 разных примера? Потому что это очень такие интересные примеры, где пришел клиент, который действительно 2600 зарабатывает, и он говорит, в банке с меня посмеялись, когда я сказал, что я хочу 2 квартиры купить, потому что они не разобрались, да, что у него нет вот этих доходов, и как ты сказал, что банки все равно учитывают, там, допустим, некоторые 600, некоторые 700. А мы нашли банк, который говорит, родители, прекрасно, 300 евро Zuschlag, что как будто он платит варом за свою квартиру, то есть у него остается 2-300 абсолютно свободного капитала, который может поработать. Плюс он принес
Собственный капитал – это наш следующий вопрос, насколько собственный капитал в концепции играет роль. Если он профинансировал не на 100%, а на 80%, то, естественно, он для банка уже супернадежный, и банк даже с такой небольшой зарплатой, мы сейчас вот в подписании второй уже квартиры, первую подписали, с такой небольшой зарплатой банк ему даже одну за одной профинансировал 2 квартиры. И если бы кто-то услышал, сказал, нет, это не может быть правдой, да, 2 новостроенные квартиры, это небольшие однокомнатные квартиры, но тем не менее 2 новостроенные квартиры клиент с такой небольшой зарплатой может купить. Но почему это возможно? Только из-за правильной констелляции и правильной подборкой банка, который видит позитивно, что он живет бесплатно в родительской квартире, и который видит позитивно то, что он принес столько много капитала, и для именно этого банка это очень большой плюс критерий, который говорит, слушайте, на самом деле мы уже получили 20% от стоимости квартиры, и теоретически, если бы он даже не платил, что практически исключено, да, потому что он берет эту квартиру по беззаботному концепту, и банк, анализируя нашу компанию, да, этой концепции, потому что именно этот банк давно, много-много лет сотрудничает, и говорит, у нас по статистике из 100% людей, которые взяли кредиты по такие проекты, 99,9% платили хорошо. Всегда есть 0,01%, который платит не из-за того, что ему аренда не приходит, а из-за того, что у него какая-то там, какое-то психологическое расстройство, да, поэтому подтверждаю твои слова, что при правильной разработке концепции даже с небольшой зарплатой человек может себе позволить инвестировать даже не в один объект при определенных обстоятельствах. Следующая наша тема – собственный капитал. Насколько наш собственный капитал играет роль? И здесь мы получили тоже после предпоследней записи очень много вопросов от родителей для своих детей. Да? Многих очень тронула история, где мы откладывали, или мои клиенты, многие откладывали своим детям в различные накопления. И, во-первых, когда эти дети подросли, они имели больше собственного капитала, да, у нас очень, ты сам знаешь, да, у нас очень много клиентов, которые от 23, даже еще моложе есть, которые уже покупают свои объекты. Но это было возможно только из-за того, что родители им заранее собирали с их детских денежек какие-то отложения, и что позволило этим молодым людям иметь сейчас супер хорошую шуфу, потому что Шуфа говорит, чем дольше вы у родителей прописаны, это с этого года большой плюс-пункт, да, что если вы там долгов нет, большой плюс-пункт, но что мы выучили на последнем вайта-билдинге еще большущий плюс-пункт, собственно, капитал мы сейчас подойдем, еще большущий плюс-пункт для Шуфы оказалось то, что у этих детей, которым родители копили, допустим, да, накопительной программе, это считался самый старый договор. То есть, если ты для своей дочки начал в 10 или в 11 копить, да, то когда ей будет 23, у нее будет стоять уже, что у нее 12 лет банковский договор, банковский фортрак läuft. И многие не понимают, что банковский договор – это даже если ты своему ребенку открыл отдельный счет и копишь там, допустим, 25 евро, это уже банковский договор. Все верно. Вот. И как мы можем этим капиталом воспользоваться? И по твоей стратегии, насколько из опыта понизится процентная ставка, если клиент говорит, и от какой суммы? От 5% собственного капитала больше, 10, 15, 20, где мы видим самый большой кник в среднем, да? Понятно, разные банки по-разному. Самый большой книг на самом деле, если мы делаем финансирование 80%, да, потому что это получается 20% дополнительно собственного капитала, ну и также можно, конечно же, все равно рассматривать и 90%, да, то есть все зависит на самом деле от самого объекта и от клиента, то есть от его бонитета. Но то, что ты затронула, это очень важная тема, потому что если мы покупаем киндергель, да, то есть нам никто не запрещает эти деньги откладывать или хотя бы часть какую-то этих денег откладывать на будущее детям, да, то есть как я распределился с этими деньгами, то есть половина у меня идет в долгосрочное накопление и одна часть, да, то есть это 120 евро, которые идут в краткосрочное. Почему в краткосрочное? Потому что если взять тот же самый Bausparvertrag и накопляя по 125 евро в месяц, то я знаю прекрасно, что через 7 лет уже он будет Zuteilungsreif, то есть у меня уже будет 10 тысяч евро в накоплении у дочки на Bausparvertrag, где она может дополнительно получить уже 15 тысяч сверху, и у нее уже есть, грубо говоря, как раз ей сейчас 11, к 18 лет у нее есть 25 тысяч евро,
которые она может воспользовать как собственный капитал для покупки собственного жилья или же для инвестиционной недвижимости. Я бы немножко добавила в этот пример, потому что у меня как раз сын сейчас тоже копит, но он уже Ausbildung начал, 16 лет, они получают еще и много дотаций, то есть он за этот год откладывал всего лишь 60 евро, то есть не 120, 120 было ему многовато, ну, к примеру, да, он откладывал 60, но за первый год он накопил уже в свой договор 1500, и у него договор так построен, что он может даже взять еще 50% Мецутален. Это значит, если он через 5-7 лет накупит 10 тысяч, то он может даже еще 25 тысяч взять экстра дополнительно под очень маленькую процентную ставку, и таким образом у него уже будет 35 тысяч дешевых денег, и плюс, что хорошо, что его дотация, если он все равно будет зарабатывать там плюс-минус 40 тысяч цумферштуарнис Einkommen или где-то в этом размере, то он тогда еще получает дотации от государства и дотации от работодателя и Vermögensversammlungsleistung. И что важно, что эти деньги идут на помощь погашению этого кредита. То есть он взял супер дешевый кредит, допустим, у него под 0,95, да, и еще этот супер дешевый кредит гасится с вот этих дотаций от работодателя, этот Vermögensversammlungsleistung, у него это 40 евро, да, который работодатель полностью перенимает. И государство еще сверху дает 9% на эти деньги, и то, что он копит, еще 10%. Да? И это тоже очень важный фактор. Окей, но все-таки я бы еще добавила разницу, почему мы говорим с 80% чувствуется, если ты финансируешь из 100, то есть 20% собственного капитала, 80% финансируем. Потому что если мы говорим за капитальную, очень многие банки, как только ты говоришь, я это не для себя покупаю, а как вид инвестиций, для них сразу ризик от сушлаг 20%. Это означает, если ты приносишь 20% и больше собственного капитала, у тебя процентная ставка очень сильно растет вниз. Если мы говорим за собственное пользование, то здесь даже уже от 5% многие банки очень существенно понижают процентную ставку, да, очень существенно. Поэтому целесообразность инвестирования большого капитала в определенные проекты надо просчитывать со стороны многих банков, да. И многие задают такой вопрос, да, приходя к нам, я думаю, ты часто его получаешь, почему некоторые финанс-коучи берут такие большие деньги за консультацию, а вы, люди, у которых, знаешь, как в анекдоте. Так вот вопрос, почему многие финансовые коучи берут деньги за консультацию? Да? И почему мы, когда делаем финансирование, анализируя все банки, существующие в Германии, не берем деньги за консультацию? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Да, то есть все, что касается так называемых коучев и так далее, то есть это не какое-то патентное или какое-то патентное название, и этот человек тебя просто консультирует, да, то есть как бы он, грубо говоря, тебе что-то советует, но без каких-либо лицензий и так далее, да, то есть мы как специалисты для того, чтобы работать с банками, со страховками, с фондовыми рынками и так далее, то есть сделали определенные обучение, делали лицензии, да, то есть параграф 34С, F, I, D и так далее, да, и тем самым, если мы говорим про финансирование, мы работаем с многими банками, и здесь нужно учитывать, что без разницы, приходит клиент к нам или же он приходит в банк, то любой банк изначально вкладывает свою маржу, да, то есть за обработку и так далее. И когда клиент приходит, допустим, к нам, нам все равно, какой банк это будет, потому что мы смотрим именно по ситуации клиента, мы смотрим по его запросам, и когда мы подаем клиента, готового клиента со всеми документами в банк, банк нам как раз и выплачивает уже со своей маржи оплату. То есть тем самым как бы мы не берем с клиентов денег, потому что нас оплачивают все банки. Я бы сравнила это с тем, что из-за того, что мы лицензионные партнеры, да, у нас есть лицензия по работе абсолютно со всеми банками, вне зависимости от того, будет это прямой контакт, допустим, ты знаешь, окей, этот национальный директор этой Баушпаркассы может решить вопрос от суммы X, допустим, до 500 тысяч финансирования, он может сам принять решение, давать будет этот банк финансирование или нет. То есть при правильной аргументации клиент получает намного лучше финансирование только из-за того, что его обслуживает, ну это первый пункт, не обслуживает просто какой-то человек на окошке, да, который сидит, обслуживает более вышестоящий, да, и он может индивидуально подойти. Второе, из-за того, что мы имеем опять эти лицензии, страховки, да, мы застрахованы, и кооперационс возможности, без разницы, являемся ли мы сотрудником этого банка или просто партнером, любой филиал
он экономически должен зарабатывать деньги, да, и многие люди это не понимают. Вот как ты к врачу приходишь, и тебе кажется, ну это же врач, да, это врач, или да, это филиал, но в Германии все построено все равно на экономической основе, да, если клиника не будет зарабатывать деньги, она когда-то закроется. Если банк не будет зарабатывать деньги, он когда-то закроется. И поэтому люди должны понимать, что без разницы, идешь ты к специалисту, который анализирует 153 других банка, или ты идешь к специалисту, который сидит в этом окошке, да, и который анализирует только этот банк, юридически и финансово этот филиал или ты, как твое бюро, зарабатывают приблизительно одни и те же деньги, да, вне зависимости, находишься ты в конкретном банке или мы анализируем от многих других, да, и многие этого не понимают, да. Твой ответ был очень классный. А коучи многие, они вообще не имеют экономического образования, потому что это государство не принуждает и не требует, они просто делятся своим опытом, да, и за это берут консультационные сборы, потому что они не могут получить внутренний провизион от определенного банка, да, во многих случаях.